Мы находимся у приюта для бездомных животных «Полянка». Сейчас я пойду вручать подарки, которые купила заранее, и мы поговорим с сотрудником этого приюта и увидим собак, которые здесь живут. Можно у вас небольшое интервью спросить? Почему вы гуляете с собаками? Вы волонтер? Любим собак. Любите собак? И как часто вы гуляете? Первый раз. Первый раз, да? Сегодня только? Да. Как продолжаете дальше гулять? Да, вторая собака уже, вторая прогулка. Как зовут вашу собаку? Юлия. Юля? Джулия. Жуля. Удачной прогулки вам. Спасибо. Привет. О, какая сладкая. Это важно, потому что я этот отвечаю. Вам же нечего скрывать, правильно? Нечего. Мы вам привезли очень много подарков. Большое спасибо, должны были меня предупредить. Хорошо, извините, пожалуйста, что мы вас не предупредили Понимаете, заранее. девушка, в последнее время на приют слишком много нападок. Можете, например, снять это вот дело, где при приюте хотят делать шаверму. Вот, пожалуйста, снимите, в Пятом канале покажите. Мы ни с какого канала, мы просто с интернета, со своего YouTube-канала. Нельзя без предупреждения вот так вот посещать приюты. Нельзя, девушка, понимаете, нельзя. Не потому, что там что скрывается, а просто нельзя. Так не делают. Хорошо, Вы ответите нам на пару вопросов или нет? Вы не хотите с нами больше разговаривать? В мокром виде, когда меня из дома выгнали, даже занималась свой единственной полувыходной уборкой, давать интервью, понимаете? Но мы не хотели прямо у вас брать интервью, нам бы даже с вашими сотрудниками поговорить. Сейчас? Просто как мы разговариваем сейчас, мы с вами не... Вы мое разрешение на это спросили? Ну что ж такое-то, в конце концов, а? Вот я теперь понимаю, почему прессе по фотоаппаратам бьют. Все-таки, если вам реально нечего скрывать, почему вы так агрессивно на нас настраиваетесь? Мы вас не вызывали, это вам позвонили ваш сотрудник. Я бы даже с ней бы спросила бы у нее 5 вопросов. Мы просто хотели спросить, как называется ваш приют, сколько у вас здесь животных, часто ли вам дают пожертвования, и, может быть, мы сами бы хотели вам сделать... Нельзя было об этом? Не приезжают так, не принято так, понимаете? Не делают так в цивилизованном мире. Вы, если хотите, чтобы вашему приюту жертвовали деньги, чтобы ваш приют становился хорошим местом для животных, так вы дайте нам интервью тогда. Так я видела вашу стену ВКонтакте, у вас все не очень хорошо с финансовой частью, правильно же? Правильно. Вот. Так почему вы не хотите прорекламировать свой приют? Так вот, для этого заранее договариваться, просить, приготовить что-то. Мы не хотели с вами заранее договариваться, потому что мы хотели увидеть, в каком именно состоянии находятся собаки и вообще ваш приют. А что, если бы нам сказали, мы вам уже... А я не знаю. Бы их? Ну да, может быть. Может быть, вы помыли все. Или я не знаю, может быть, собак каких-то плохих убрали. Откуда я знаю? Мы же хотим с вами поговорить. Но неужели вы... Почему? Так не делают. Почему? Так не делают. Почему? Зачем вы так делаете? Я хочу сделать приятное дело, хочу помочь вашим зверям. Так приятные дела не делают. Почему? Поставили нас в очень неприятное положение. А в чем неприятное положение? Что снимать? Просто YouTube-канал в интернете. У меня нет подписчиков огромного количества. Я не с телеканала «Пятницы». Трудно было позвонить мне. Я связывалась с людьми, я уже писала вам ВКонтакте. Я писала... Трудно было позвонить. Вот я уже извинилась. Ничего страшного, разве... Вот что-то страшное прям произошло. Скажите, а какая разница? А какая разница? Вот я бы позвонила или не позвонила? Я тоже не понимаю. Я тоже не понимаю. Мы бы приехали, сказали бы хорошо. Вы бы нам сказали, не надо к нам приезжать. Почему? Я не понимаю просто. Что бы поменялось? Поздно представлять. В смысле? Вы уже приехали, И что? уже перепугали весь народ. А что мы перепугали-то? Меня снимать. Извините, а чем мы вас напугали? Подарками, которые я вам привезла? Давайте. Камеру убейте свою. Нет, почему? Мы же уже начали снимать. Или что вы хотите нам Вот без камеры объясняю что-то вам. объяснить? Нет, объясняю вам. Приют существует 6 лет. С тех пор, как мы начали обносить забор, да, потому что раньше здесь было кафе, тут раньше был магазин, который торговал спиртовухой, добились того, что их не стало, стали обносить территорию забором, чтобы не возились пьяницы, не валялись, да, как бы, не происходили разборки и все прочее. На приют пошли сплошняком жалобы. Я не исключаю, что они от этих товарищей происходят, да, как бы. Нас уже вызвали в одно место, приезжала ветеринария, и у меня есть все
как бы предположить, что приехали вы, доснять, что называется, показать, что все плохо. Вот поэтому такая агрессия. Извините, пожалуйста, что мы вас не Потом предупредили, еще, мы правда с понимаете, хорошей нельзя целью. снимать человека, если он против этого. Вот нельзя. Вы сейчас рассказали про то, что у вас проблемы были, да, то, что на вас были Они жалобы, есть. и они есть. Так давайте мы попробуем вместе с вами исправить Тогда эти проблемы. давайте по новой сейчас приготовим сотрудников и Давайте. сделаем нормальное интервью. Давайте. Вот так вот. Спасибо. Поймите, что у меня очень Конечно, мы много вас поводов для понимаем. возмущения и жалоб. Конечно, мы Да. понимаем. Я понимаю вашу агрессию. Извините, пожалуйста, что мы вас не предупредили заранее. И вот начинаем с того, что, понимаете, как бы, вот приют, тут будут жить собаки, и вот тут товарищи делают шаверму у нас. Что будут думать люди? Что шаверму делают из собак, которые живут в приюте. Какая была бы у вас связь сразу в голове? Мы даже не знали, что здесь делается. Мы вот тут хотели... будет шаверма. Это ужасно на самом деле, то, что здесь хотят сделать шаверму, это неправильно. Нужно попытаться, может быть, коллективную жалобу на шаверму написать. Зачем они именно в этом месте? Зачем они в этом месте хотят сделать шаверму? Вы узнавали у них? Это очень длительная история. Первоначально тут было два, так сказать, хозяина. Хозяин кафе, хозяин магазина, еще один. У них между собой очень большие терки. В итоге закрыли магазин и кафе. И вот третий человек, так сказать, из этой компании граждан ближнего зарубежья, простите, пожалуйста, меня, решил вот здесь открыть шаверну. Хотя мы объясняли, что ворота в 8 часов закрываются. Что шаверма – это люди приходящие, нетрезвые люди. Что наверху собаки, что они будут лаять, что будут опять-таки жаловаться. Вот, пожалуйста, рабочие уже, так сказать, это все делают. Это ужасно на самом деле. Это ужасно, конечно, да. И вы понимаете расстояние взвинченности, которое происходит? Конечно. Пойдемте посмотрим вольеры теперь. Пойдемте посмотрим. Вот. И все вот эти вот вольеры, как бы, да, они именно собраны на деньги сообщества. И ни копейки, вот ни одной копейки, ни рубля нам не дало государство. Вот. Что такое государственные приюты, вы знаете, да, где собаки содержатся хуже, чем звери на звероферме, готовые к убою. Вот. Мы стараемся изо всех сил, чтобы для собак реально приют был бы домом, понимаете, домом. Вот. И тем не менее нам вот ставят палки в колеса каждую минуту. Вот поэтому я так на вас набросилась. Расскажите, сколько у вас животных и почему вы стали заниматься этим? Вообще у нас 2 приюта. Вообще так, вот БФ «Альма» образовался 7 лет назад, да, для создания приютов. Первым мы сделали полянку, вот, через 3 года мы открыли загородный приют за полянку. Полянка находится в городе, в этом огромный плюс и огромный минус. Плюс то, что именно в городе к нам приезжает очень много народу и очень высокая пристраиваемость. То есть пристроено более, где-то уже 1700 животных за 6 лет. Вот, минус в том, что это город, то, что очень дорогая аренда, потому что вот они в этом здании все и живут. Вот Заполянка приют находится под Волосово для собак возрастных и для собак, которые в силу или инвалидности, или, так скажем, неконтактности не могут найти свой дом, и они там живут приют доживания. Там вообще шикарные условия, там для них теплый дом, 5 систем защиты тепловой, то есть рубят свет, включается генератор, ломается генератор, тепловая пушка и так далее. Вот. Там тоже 60 собак, 120 животных на 2 приюта. Вот. Категорически против я, как человек, который занимается животными, чтобы собак в приюте было 300, 400, 500, как есть в приютах. Да? Когда вот на эти 300-400 животных 2-3 работника. То есть собаки должны знать, что их любят, должны быть ухожены. У любой собаки может возникнуть любое заболевание, опухоль, там, да, клещ в ушах, да, должно быть замечено и, соответственно, отправлено сразу к врачу. А почему вы стали заниматься? Я хотела всю жизнь. Собакой? Да, хотела всю жизнь, очень хотела. Ну вот. Дети выросли, внуки тоже взрослые, вот могу заниматься. Очень доброе у вас сердце. Но они все очень ласковые. Вот я смотрю, каждый из них хочет подойти. Ну, есть вот собаки, вот тот вольер второй, да, там вот Нара, которая неожиданно может незнакомых укусить, как бы. Вот так вот есть, но очень мало, основные все очень ласковые. Януш пришел на территорию предприятия, вот этот товарищ, да, как бы, а предприятие там дело жестокое, как бы, собака на территории, нельзя все, отстрел вызвали. Вот женщина буквально вытащила его, к нам попал. Ну, привет. Не надо касаться. Эту собачку буквально выкрали у алкоголиков, битая была, перебитая. Вот, Такая итоге, жиденькая. да, ну давно уже. Боялась сначала всего, ужасно трясся от всего.
Вот. А как, принесли просто или? Ну, там товарищи-волонтеры очень долго за ним следили, ждали. Вот тогда в итоге его очередной раз выкинули на улицу, просто схватили его, утащили, ну и к нам привезли. Но, к сожалению, этим дело не решается. Его забрали, они другого возьмут. Пока нет закона о содержании. Да, закон нужен. Да, ну вот его спасли. В итоге я, конечно, думаю, что в ближайшие месяца-полтора дом найдет. Такой игривый щенок прям. Да, батона очень жалко. Вот Тасик стоит. Вот Тасик. Тасик, 0 эмоций. Подходит. Вот. Тасика машина сбила. Вот. Починили его. Видите, какой хороший. Мгм, очень хороший. Мгм. Прям похоже вот эти два. Вот. А маленьких у вас, я смотрю, в основном большие, да, собаки? Вы знаете, что у нас весной, в мае, прошел парвовирус. Вот, к сожалению, вот то, что вот собак начали буквально подкидывать массово в апреле, да, в марте вот этот год, да, кто-то приехал больной. Не показали анализы инфекцию, бывает, анализы ошибаются. В итоге одна собака заболела, заразила еще 3, 2 собаки погибли. И у нас с тех пор по октябрь, значит, как бы, карантин на щенков мы не принимаем, щенков без прививок. Потому что в помещении все равно хранится инфекция. Она будет храниться, как-то не моет, там надо, по идее, выгонять всех в стерилизатор и поливать все хлоркой, иначе никак. Не, ну шаверма это как-то возмутительно, мне кажется. Конечно. Даже когда было кафе, тут еще существовало такое, очень странное кафе, но было оно. Сколько раз спрашивали, а у вас плохо нет собак? Вот, понимаете, как бы, а тут, получается, приют, а при нем шаверна. Ну, что вы подумали бы? Ну, конечно же, подумали бы вы, что это с собак. Что собак мы кушаем. А- А кто пойдет в такую шаверму, да? А вы как закрытие кафе произошло? Понимаете, кафе, я не знаю, как магазин закрыли для начала, потому что из него вывезли 300 тонн, или 300 канистр, я уже забыла, что там 300, со спиртом техническим. Ну, вот так вот. Магазины, кафе были связаны. А их опечатала аж ФСБ, все это было закрыто, тихо и смирно, и потом нам хозяин отдал это помещение сразу кафешное. Не кафешное, а вот магазинное. Вот. Понимаете, тут все как бы, и кафе, и магазин работает на одно. Вроде как продукция, ночью наркотики, паленка и люди, лежащие по округе. У нас же даже на лестнице они лежали, пьяные. Сейчас выпустят всего 3 собак в следующий вольер, да, они живут отдельно на первом этаже, они уживчивые. Там 3 истории. Вот самая большая собака, Тесси, вы увидите, да, ее нашла девушка, собака не могла встать. Вот так лапы растекаются от голода. Они ее подлечили, она вот у нас живет. Вот ее очень хорошо попиарили, потому что собака золотая. Вторая собака умирала с голоду, на короткой цепи, никто не кормил ее и все прочее. 3-я собака, мальчик, была отнята от попрошаек. Вот. Психику ему сильно попортили. Он уже у нас с перепугу на вольер кинулся, порвал сухожилие, мы долго лечили его. Но вот сейчас его увидите, он будет в норме. Теперь мы идем к вольеру, где 3 собаки, да, про которых вы рассказывали. Вилли, иди на место. Попрошаек на него собирали денежки. Она очень ласковая. Дуся. Шикарная собака, она не молодая, она, да, добрая, она ласковая, она вообще беспроблемная абсолютно. Она все понимающая. Такой умный взгляд у нее. Умный, да. Умная, спокойная собака. Вот какой человек столько лет собаку продержал дома, и потом просто бросил помирать? Проблемы с суставом у нее, но это возрастное, это не страшно. А сколько ей лет? 8. А вот этой? Тоже 8. 8, Дуся. Такая. Вот. Ну а Вилику 2,5 ему где-то. Да. Но вот, к сожалению, говорю, он в состоянии стресса к нам страшного прибыл. Он кинулся на вольер, порвал себе сухожилие, его оперировали. Потом его держали в состоянии такого коматозного сна, потому что он кусался. Привет, привет. Ему было не сделать перевязку. Но в итоге он отошел. Какой ты сладкий. Прям такое ласковое. Самое ласковое, правда. Самое ласковое. Как состояние там? Приличное у собак? Очень хорошее состояние. Вот. Все здоровы. И если бы вы бы даже нам за сутки сказали, страну собак нельзя привести в такое состояние, оно или есть, или его нету. Ну, у вас достаточно хорошие отзывы. Вот, например, в Google картах я смотрела отзывы. И не у всех приютов хорошие отзывы. Знаете, к сожалению, отзывы дело такое, специфическое. Вот не отдали собаку. Вот хозяева нас не устроили, не отдали собаку, да лучше перебдеть. Он пошел, написал плохой отзыв. Не взяли собаку. Да.
Не приняли собаку, потому что некуда принимать. Ну, не можем принять больше. Опять плохой отзыв. Это дело такое. И это во многих приютах то же самое. Мгм. Какие хорошие собачки. И А. смотрите, как бы можно вам показать, вот провести вас наверх, да, Мгм. вам там просто откроют дверь, и вы сквозь дверь посмотрите Давайте, на да. собак. Потому что начнется рев там нечеловеческий. Ну, там Туда много. заходить бесполезно, да. Просто там уже их дом, их территория. Там они уже могут укусить. Давайте тогда пройдем туда, посмотрим. Сейчас нам покажут всех собак, которые тут есть. Куда? Все. Один не смог удержаться и вышел. Охотничьи крови. Пойдем, охотник. Жорж на выход. Какой ловкий. Они куда сейчас пойдут? Выпустите в вольер, пускай, как мужчина. Сейчас их пустят в вольер, это мужчина. При приюте открыт контактный зоопарк «Зоомирок». Платя за вход, вы жертвуете деньги в животном этого приюта. Простите, что я вас так плохо встретила. Я вас приняла с других людей. Спасибо вам, что все-таки с нами поговорили. Злая, да. Ну, вот, да. Просто очень переживаешь за то, что как бы чему посвятил 6 лет своей жизни полностью. Конечно. Вот. И, в общем-то, я думаю, что не зря, потому что, как ваше мнение? Неплохо Ну, у нас? мне кажется, у вас очень хорошо, у вас очень добрые животные, они очень ухоженные, очень чисто. И мне кажется, нужно попробовать все-таки решить вам проблему с вот этой шавермой. Это совсем неправильно. Снимите, пожалуйста, Вот если не трудно сейчас. Ну, это... Я просто даже не понимаю, зачем это может быть Она кому-то... все равно прогорит. Она все равно прогорит. Но попортит нам крови. Спасибо большое, что вы нас приняли. Да. Сейчас мы с собачкой в клинику поедем показывать новую. Вот волонтер уже стоит. Маленький такой. Волонтер, да? Прячется за большого. Да. Он поет собачку Бетти, которая именно ей доверяет, как бы, она будет животик смотреть, поэтому мы с собой ее берем. Вот. Ну, всего доброго. Спасибо большое. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо за просмотры. Все ссылки на приют я оставлю в описании. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и оставляйте комментарии. До встречи!